Всем-всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Вот и подходят к концу длинные новогодние каникулы. И в этом видео я хочу вам рассказать, что мне за это время удалось связать, чем я вдохновляюсь, какие мои ближайшие планы, и еще я хочу спросить у вас совет. Мне кажется, я еще никогда не обращалась к зрителям своим с такой просьбой, но именно сейчас мне нужен взгляд со стороны. Но давайте обо всем по порядку. В эти длинные выходные, конечно, максимально я хотела отдохнуть, переключиться. И в первой половине каникул вязания было очень мало. Больше мы времени проводили с семьей, мы ходили, просто гуляли, мы ходили на каток, в кино. И единственное, что мы не успели, это покататься на лыжах, потому что нас вдруг стало заваливать снегом. И, видимо, весь снег, который должен был выпасть в конце ноября, в начале декабря, решил выпасть за один день. Снега очень много. Ну, а потом уже стало времени побольше на вязание. И я говорила о том, что у меня в планах связать изделие с жаккардовой кокеткой из пряжи, которую мне подарила моя подписчица Елизавета, за что ей огромное спасибо. И вот в этой посылке была пряжа кашемир с шелком. Очень красивого бирюзового цвета. И первый был голубой. Я связала джемпер. Мне еще Люда дарила. Я совместила две этих пряжи и связала джемпер. А этот я сразу знала, что я хочу вязать жаккардовую кокетку и использовать эту пряжу. Это... Так, артикул я не прочитаю, состав прочитаю, потому что... глазки уже стали подшаливать. Кашемир 70%, 22% шелк, 8% полиэстер. 1500 метров, 100 граммов. И цвет бирюзовый. Но цвет неоднородный. Вот камера... вот. Видите, он такой меланжевый цвет. Но его не видно, что он меланжевый. К этой пряже, кашемир с шелком, пряжа не дешевая. Я решила, что я куплю меринос с шелком. Попробую для первого раза. Это вот уже то, что у меня тут осталось. Это пряжа. Очень тоже хорошая. Так. Профила, по-моему, называется классик. 70% меринос, 30% шелк. И 1400 метров, 100 граммов. Я перематывала эту пряжу. Кашемир я перематывала в 4 нити, потому что сама ниточка идет, вот этого основного кашемира, она идет в 2 нити. Как двунитка идет. Вот. 2 ниточки здесь. Двуниточка. Я перемотала в 4 по плотности. Посмотрела, мне в принципе было достаточно. И меринос с шелком я перематывала в 5 нитей. Цвет белый, но он не белый. Знаете, я бы больше сказала, что это цвет шампань. Даже не молочный, а именно цвет шампань. Значит, кашемира с шелком у меня 100 граммов было. И я купила 300 граммов. То есть я предполагала, что этого будет достаточно. Вот у меня еще осталось вот эти вот 2 моточка. А кашемир у меня еще осталось, да, то есть я еще куда-то могу использовать. И здесь вот на бобинке, но я не взвешивала, сколько у меня кашемира ушло. Потом буду, когда уже про это изделие говорить, скажу. И я связала вот такой красивый джемпер с жаккардовой кокеткой. Замечательный. Еще на рукавах у меня здесь тоже я пустила жаккард. Я уж извиняюсь перед вами за то, что здесь такие есть складочки, но я пока вообще ничего не сделала. Только постирала, высушила. И обязательно с изнаночной стороны нужно будет отгладить.
Ну, конечно, у меня пока нет никаких фотографий. Это я хочу сделать отдельное видео и подробно рассказать о том, как я вяжу изделие с круглой кокеткой, как я делаю расчет, на что я опираюсь, потому что есть несколько способов, я вам хочу вот рассказать. И, конечно, я вам схему тоже покажу. Схема мне понравилась, посмотрите, как красиво, да, от бирюзового к белому переход. Вот я решила такую схему использовать. И думаю, что завтра на работу я пойду в новом красивом джемпере. Что хочу сказать. Конечно, пряжа вообще супер. Что, конечно, кашемир с шелком, это уж безусловно, и меринос с шелком тоже. Все-таки пряжа, в составе которой есть шелк, изделия такие, знаете, мягкие. После ВТО они так красиво расправились. Конечно, когда я вязала меринос с шелком, петли были кривоватые такие, знаете, пляшущие. Хотя я не страдаю рядностью, но после ВТО, конечно, происходит очень полное преображение. И в этой кокетке, да, вот здесь можно видеть, я вязала жаккард с протяжками. Почему? Потому что не ко всем моделям подходит жаккард без протяжек. Здесь пряжа очень сама по своей структуре, так как она тонкая, шелковистая и не кардная, все же, то лучше вязать с протяжками. Иначе все-таки будут... Когда вяжешь жаккард без протяжек, может сама кокетка, она может быть такой, знаете, как бы рифленой. Вот у меня несколько изделий. Да, мне нравится очень жаккард без протяжек, и как смотрится. Я никогда не боюсь надевать изделия, что я могу там сделать случайно затяжку кольцом или там, например, с сережкой. Я не боюсь, в отличие, да, от этого способа, потому что здесь все-таки ниточки можно случайно зацепить, нужно очень быть аккуратной. Вот, например, в изделии моя кокетка розовый вереск, там я вязала без протяжек, и там вообще ничего не заметно, пряжа, потому что кардная, она распухла, разбухла, и вообще все смотрится хорошо. А вот в джемпере, например, Эльза, там пряжа у меня гребенная. Там, то есть такой эффект есть. Издалека нет, но если присматриваться, то может быть. Ну, в принципе, вообще нет никакой разницы, кому как нравится. Я просто вдохновилась своими же личными изделиями, когда я начинала много лет назад вязать жаккард, и просто влюбилась в эту технику, вязала много, и тогда я вязала весь жаккард с протяжками, да еще вдобавок обратно поворотными рядами, и все замечательно носилось, да. То есть, если по изнаночной стороне, да, то есть это вот таким образом выглядит, потому что иногда меня просят показать изнаночную сторону. Ну, вот об этом джемпере совсем скоро, на новой неделе, на будущей неделе, я вам как раз покажу и расскажу все подробно. Так что ожидайте. Соответственно, там и вес, и все-все-все. Когда я связала джемпер, я говорила о том, что я буду еще вязать себе комплект. Ну и начала я с шарфа. Я покупала по осени 2 мотка пряжи от Lanes du Nord, поэма Кашмира. Здесь в составе 80% лана мерина, 16 микрон, то есть какой-то очень-очень классный. И 20% кашемир. В 100 граммах 500 метров. Я купила переход от такой серо-голубой, а второй у меня был переход, сейчас я вам покажу, в больше таких осенних цветах, желто-бежево-коричневый, так скажем. Я купила, кстати, этот моток к перчаткам, которые я получила в подарок на встрече на Балтике от Люды. А у меня ничего вообще такого цвета нет. И мне хотелось, чтобы, да, был как-то, да, какой-то комплект. И связала шарф. Тоже только сняла его с сушилки. Вот посмотрите, вот от такого
Дальше идет, посмотрите, это пряжа градиентная, просто мне очень нравится. Дальше идет вот такой цвет, светлее, 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 светлее. И он переходит в такой вот желтенький. Посмотрите, какой я выбрала узор. Веточки. Такие веточки. Пряжа тонкая, но очень теплая. Давайте сейчас просто покажу, как это смотрится. То есть вот так вот он смотрится. Видите, с одной стороны темный, с другой светлый. Здесь вообще поярче. И я буду еще вязать шапку. Вот, может быть, за воскресенье я свяжу, и у меня еще будет и новый комплект. Тоже сделаю вам мастер-класс на этот узор. Кому интересно будет, посмотрите. Пряжа мне понравилась. Она теплая, она очень мягкая, приятная, но вот именно для аксессуара. То есть я очень рада. И когда в процессе носки как-то вот она разбухает, а после первой стирки она вообще вот как мохер становится. Видите, какая прозрачная. Но пряжа именно для аксессуаров мне очень понравилась. Я как бы в принципе довольна. Следующее, что я вяжу, и как раз вот сейчас мне нужно будет ваш взгляд со стороны. Те, кто смотрит меня постоянно, те знают то, что я начала осенью вязать себе жакет из пряжи, которую мне подарила Ирина Бранд. Это мотивы крючком, шестиугольники, которые очень красиво выкладываются. Это в готовом изделии было бы просто шикарное изделие. Мне не хватило пряжи. По счастливой случайности, опять же, да, Люда мне помогла эту пряжу достать, точнее ее дочка. Эта пряжа ко мне приехала, и когда я ее получила, я стала ее трогать. Первое, что, знаете, вот что значит, да, казалось бы, я думаю, многие из нас знакомы с тем, что когда разные партии пряжи, то пряжа может отличаться. Вот так случилось и здесь. К сожалению, вне зависимости от производителя, да, какой производитель, может быть всякое. Знаете, эта пряжа более даже шелковистая, она какая-то более даже пушистая. Мне пришлось сменить номер крючка на меньше, чем я вязала. Я связала первый, знаете, вяжу, а она как будто здесь шелк есть. Очень шелковистая пряжа. И я стала соединять, и посмотрите, что я заметила. Сейчас я вам покажу. Не знаю, вот. Сейчас. Вот этот мотив, смотрите, это основное полотно. Цвет вот этот вот новой пряжи, он белее. Представляете? Может быть, на камеру это не сильно видно. Сейчас, подождите. Да, вот эти два мотива, которые я присоединила. Да, два. Как по изнаночной стороне. Ну, в общем, вот этот вот мотив, который я присоединила, вот эти два, они белее основного полотна. Вот у этого какой-то цвет сахара, я бы сказала. Вот я теперь в раздумьях. Конечно, уже я ничего менять не буду. Думаю, либо мне довязывать, да, вот этими моточками, которые есть. Муж мне говорит, будет очень отличаться. Хотя, говорит, может быть, постираешь несколько раз и сравняется. И вот здесь мне нужен взгляд ваш со стороны. Те, кто имеет большой опыт вязания, как вы считаете,
Если, ну, как бы, будет ли отличаться, да, если, то есть, как бы у меня все рукава, получается, будут вот здесь, если посмотреть в этой части, да, у меня только половина рукава, то есть вот эта вторая часть уже будет чуть светлее, выровняется ли потом цвет после стирки, потому что я знаю, что у меня очень много рукодельниц, очень опытных, знающих, и вот здесь мне нужно ваше как раз знания ваши нужны. Как вы считаете здесь, продолжать ли мне вязать? Я сейчас попробую еще вам, может быть, сфотографировать, попробовать. Ну, посмотрю, может быть, на столе. Сейчас попробую на столе. Если близко не видно, если вот подальше, то видно разницу. Вот эти два белее, чем вот этот цвет. Но разница есть. То есть, если глазом посмотреть, разница есть. Вот эти два мотива чуть белее. Ну, вот всякое бывает. Я, конечно, сама себя немножко ругаю уже сейчас за то, что я затеяла этот процесс, как будто у меня пряжи, да, не было. Можно было взять. Но вот такое бывает с нами. Муза нам нашептывает на ушко разные идеи. Мне хотелось, вот не знаю, почему-то увидела я эту пряжу, и сразу меня как-то выстрелила идея моментально. Вот хочу и все. Я не думала, честно скажу. Я так ждала эту пряжу, которая ко мне ехала так долго. Я так ждала эту пряжу. Думаю, вот наконец-то я закончу свой процесс. Теперь немножечко я в стопоре. Не знаю. Ну ладно. Буду ждать ваших советов. И еще что, чем я вдохновляюсь. Совсем недавно я получила посылку от своего спонсора в рамках совместного проекта «Новогодний креатив». Вот 4 пасмы, 2 я перемотала, 2 у меня еще не перемотанные. Когда я эту пряжу только увидела, когда я ее достала, посмотрела на все эти цвета, особенно вот эти 3 цвета, которые очень подходят друг другу, да, если их вот так вот совмещать. Я об этом видео говорила. Здесь от темно-синего к фиолетовому и сиреневой. И потом цвет фуксия, да. Я подумала, что... Не подумала, меня сразу же посетила мысль вязать жаккард. Потому что вот эта фуксия на темно-синем или вот этом фиолетовом цвете прекрасно бы вписалась. Именно. И я сначала думала кокетку сделать, но темное к лицу я не хочу. Я хочу именно вот этот цвет, чтобы был сверху, а на этом цвете как бы я... Нет, не тот эффект. Тогда решила снизу сделать. Именно на темном цвете. Вообще как бы я задумывала кардиган, или это будет кофточка. Не знаю пока по конструкции. И когда я стала перематывать пасмы, здесь ниточка 70%, значит, меринос, 30% па, классический, да, состав. Или 75 на 25. И в 100 граммах 420 метров. Да, вот посмотрите, ниточка такая вот. Это вязать на спицах 2, если в одну нить. И когда я мотала, я так представляла просто, что я не готова к вязанию из такой тонкой нити. Но это очень тонкая нить, и если вязать плечевое изделие, я не боюсь, я люблю вязать на тонких спицах. У меня, например, связан первый льняной сарафан, там на спицах 2,75 я вязала подол, да, то есть достаточно длинно. Меня это все как бы не останавливает, но здесь теплое изделие. Я уже как-то пробовала вот из такой тонюсенькой ниточки вязать спицами. Я понимаю для себя, даже для такой терпеливой, что это очень сложно. Потом я думаю, может быть, крючок?
Но вот жаккард меня не отпускает. Вот понимаете, да, можно жаккард и в крючке сделать, но жаккард спицами мне нравится больше. Тогда я подумала, а если к этой нити добавить мохер? Эта пряжа все-таки, да, такая градиентная, она не такая пестренькая. Я стала смотреть, что у меня есть в запасах. И я нашла первый, вот, посмотрите, мериносик. Это мне Олечка присылала, моя подружка, на мой день рождения. Так, где она тут? Ниточка. Она мне много разных мохеров прислала. Это Астра. Мохер Астра. Он очень мягкий, нежный. И он прекрасно подходит вот к этому цвету. Я так обрадовалась, захлопала в ладоши. Ура! Но дальше вот идет уже фиолетовый. Можно было бы, но тогда будет перекрывать этот синий, будет давать вот этому фиолетовому более синий. Фиолетового мохера у меня нет. Но я вспомнила, что у меня есть вспушенный меринос фиолетового цвета. Давайте опять же, да, как вы считаете? И либо так, потому что хватит мохера, либо вот так. Но вот этот вспушенный меринос, я маленькие образцы вязала, прям вот в 4 ряда, чтобы посмотреть, как ложится. Единственное, что вот эта ниточка чуть толще, потому что тут, по-моему, 700 метров. Да, мохер, если 900 метров, то здесь 700 метров, чуть потолще. Так, вот к этому не принесла. Вот к этому мохеру у меня есть тоже моток мохера. Сейчас я вам все-таки принесу и покажу. Вот такой у меня есть мохер. Это мохер от Атрико. Я вязала Алисе кофточку. Давайте вот так вот. И этот сиреневый, он тоже такой меланжевый с розовинкой. Он сюда хорошо тоже подойдет. Единственное, я не помню здесь метраж. Он, мне кажется, тоньше, чем... Да, не кажется, а он тоньше здесь нитка. Может быть, в 2 нитки. Только, боюсь, не было бы очень пушистая. И осталась фуксия. Конечно, такого мохера у меня вообще нет. У меня есть розовый, ярко-розовый. Я заказала моток. Мне кажется, прям цвет очень подходит. Я заказала моток. Всего 25 граммов, там 220 метров. Мне на жаккард хватит, потому что он у меня будет снизу. И вот... Я думаю, что в ближайшее время я как раз начну вязание вот этого изделия. Мне надо дождаться вот эту фуксию. Я бы уже начала. Потому что будет начинаться именно вот с темной, с такой синей, больше синяя пряжа. Вот она пойдет. И вот на ней, посмотрите, акцентом жаккард вообще будет, я думаю. Ну, я вот просто вижу и думаю, что это будет классно. И вот здесь мне подскажите, пожалуйста, давайте вот так, как вы считаете? Может быть, тоже мохер этот синий добавить. Вот такие вот мои дела. Еще у меня есть оранжевый цвет, из которого я хотела вязать тоже себе кофточку. Я тоже планирую связать. У меня как-то вообще нет кардиганов, кофт каких-то. Но вот мой жакет а-ля Гуччи, который я связала, сочетая с секционной пряжей, он мне так нравился вот именно в плане своей функциональности. Я его очень часто надевала осенью, и мне нужно что-то, думаю, может быть, из оранжевой пряжи типа жакета связать, а может быть, действительно просто кофту. В общем, пока вот такие вот мысли, но что-то в ближайшее время обязательно начну. Сначала нужно шапку связать обязательно вот сюда в комплект, чтобы уже был полный комплект. Вот так прошли мои вязальные новогодние каникулы. Я считаю, что очень продуктивно. Большое плечевое изделие и палантин. Я даже бы сказала, что это больше палантин, а не шарф, да, то есть по своей ширине, потому что он у меня получился. Ушел ровно моток. А я вам сказала, что у меня вот осталось от мотка. Вот. Я как раз связала полностью. Ну, раппорты сейчас не сосчитаю. Я связала полностью, закончила одним раппортом, да, полноценным, не разрывным. Сначала думала вообще о другом узоре.
но он не подошел бы сюда. И потом взяла опять несложный узор, потому что все-таки пряжа градиентная. Ну, такой немножечко рифлености придает, и хорошо. Спасибо всем вам за внимание. Буду ждать ваших отзывов. Ну а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.